Игры о колонизации планет демонстрируют нам, насколько увлекательным может быть процесс создания чего-то с нуля. В них приятно наблюдать, как пустая неприветливая территория постепенно превращается в обитаемый уголок. Если вам нравится спокойный темп и заметный результат, эти игры точно подарят вам несколько приятных часов. В первой части мы уже посмотрели на 5 интересных проектов, и вам она очень зашла. Если продолжение наберет 100 лайков, следующая часть не заставит себя долго ждать. Всем здрасте, с вами Настя, и с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Space Engineers. Это масштабная инженерная песочница в жанре научной фантастики, полностью сосредоточенная на строительстве, выживании и физике. Игрок начинает с минимальным набором инструментов и постепенно добывает ресурсы, перерабатывает их и превращает в сложные инженерные конструкции. Можно строить космические корабли, орбитальные станции, наземные базы, буровые платформы, заводы, боевые крейсеры и даже полностью автоматизированные системы. Также любой объект можно разрушить. Корабли могут ломаться при столкновениях, станции рассыпаться от взрывов, а планеты и астероиды можно бурить, взрывать и изменять. Игра поддерживает несколько режимов. В креатив игрок получает неограниченные ресурсы и свободу строительства, идеально подходящую для проектирования и экспериментов. В Survival акцент смещается на выживание. Ручная сварка, управление кислородом, энергией и топливом, а также риск гибели и потери прогресса. Оба режима доступны как в одиночной игре, так и в мультиплеере. Интересный факт. Все платные DLC в Space Engineers носят исключительно косметический характер. Новые блоки, механики, геймплейные возможности всегда добавляются бесплатно, что позволило игре развиваться более 10 лет без негатива от комьюнити. Разработчики подчеркивали, что система блоков и повреждений создавалась так, чтобы игроки учились на собственных инженерных ошибках. Неправильно размещенный гироскоп или перегруженный коннектор, и корабль буквально разваливается. Empyrean Galactic Survival. Это космическая песочница с элементами выживания, строительства и шутера от первого лица. Игра предлагает полностью открытый процедурно генерируемый мир, состоящий из звездных систем, планет, лун и астероидов, между которыми можно свободно перемещаться без загрузочных экранов. Игроку необходимо добывать ресурсы, следить за уровнем кислорода, пищи и здоровья, защищаться от агрессивной фауны, дронов и инопланетных фракций. Также предстоит проектировать и создавать наземные базы, малые и большие космические корабли, орбитальные станции и целые поселения. Враги представлены не только созданиями дикой природы, но и хорошо вооруженными инопланетянами. Еще можно изменять ландшафт по своему усмотрению. Рыть туннели, выравнивать поверхность, создавать подземные базы или скрытые укрепления. Игра активно развивается и поддерживает пользовательские сценарии, модификации и собственные правила серверов. Это позволяет создавать как спокойные исследовательские миры, так и хардкорные выживательные кампании с высокой сложностью. Интересный факт. Игра разрабатывалась как инди-проект, но со временем выросла в полноценную космическую песочницу с упором на свободу действия. Разработчики признали, что ранее базы врагов ощущались как декорации, и потому ввели генерацию, патрули, репутацию и реакцию мира на вмешательство игрока, чтобы планеты перестали быть статичными. Популярный сценарий Reforged Eden стал для создателей эталоном того, как игроки хотят видеть сложность, баланс и позднюю игру. И многие идеи из него они начали учитывать в официальных апдейтах. Astroneer. Это медитативная и в то же время глубокая космическая песочница, посвященная исследованию и постепенному освоению загадочной звездной системы. Игрок берет на себя роль космического астронавта, в распоряжении которого находится уникальный инструмент для терраформирования. С его помощью можно изменять ландшафт, прокладывать тоннели, создавать платформы и добывать ресурсы. Вы будете строить базы, в которых предстоит устанавливать генераторы, системы хранения, автоматизированные линии, переработки и транспортировки ресурсов. Звездная система игры состоит из нескольких уникальных планет и лун, каждая из которых обладает собственными биомами, цветовой палитрой, опасностями и условиями выживания. Исследование поощряется не только новыми ресурсами, но и загадочными структурами, артефактами и древними механизмами, связанными с тайнами Вселенной. По мере прохождения раскрывается скрытый сюжет, поданный через окружение и визуальные образы, а не прямые диалоги. Интересный факт. Ключевой идеей игры была полностью деформируемая среда, где каждый кубик можно выкопать или перестроить, а космическая тема появилась позже как естественный сеттинг для песочницы без ограничений. Также проект одна из самых дружелюбных корпоративных песочниц. Совместно игра делает строительство баз быстрее и эффективнее, а исследования более живыми и спонтанными. Игра поощряет креативность. За построение безумных тоннелей и странных баз игроку не прилетят жесткие штрафы за ошибки. No Man's Sky. Это самая масштабная научно-фантастическая песочница об исследованиях, выживании и свободе выбора в бесконечной процедурно генерируемой вселенной. Игра предлагает миллиарды уникальных планет, каждая из которых обладает собственными биомами, флорой и фауной, климатом и опасностями. Игрок начинает как одинокий путешественник с поврежденным кораблем и ограниченными ресурсами. Постепенно, исследуя планеты, добывая материалы, улучшая технологии, расширяет свои возможности. От простого выживания до управления флотом, строительства баз и межзвездной торговли. Экстремальные температуры
температуры, токсичная атмосфера, радиация и агрессивные формы жизни вынуждают улучшать экзокостюм. Корабли можно модернизировать, покупать или находить, подбирая стиль под себя. От маневренных истребителей до массивных грузовых судов. Игрок может стать исследователем, открывающим новые миры и формы жизни, торговцем, выстраивающим экономические маршруты между системами, бойцом, сражающимся с пиратами и стражами, или строителем, создающим базы и поселения на планетах. Интересный факт. No Man's Sky считается одним из самых известных примеров исправленного релиза. После сложного старта в 2016 году разработчики из Hello Games на протяжении многих лет выпускали крупные бесплатные обновления, полностью переработав и расширив игру. В результате проект получил десятки наград и стал образцом долгосрочной поддержки и развития бесплатных DLC. Ни одно путешествие не повторяется, а каждый игрок прокладывает свой собственный путь среди звезд. RimWorld — это научно-фантастический симулятор колонии и генератор историй, управляемый интеллектуальным АИ-рассказчиком. Игра не ставит перед игроком фиксированную цель, а предлагает создавать уникальные, часто трагические или абсурдные истории о выживании людей на далекой враждебной планете. Вы начинаете с небольшой группы выживших после крушения космического корабля. Это не герои и не профессиональные поселенцы, а случайные люди со своим прошлым, навыками, страхами, зависимостями и характерами. Игра моделирует психологию персонажей, их физическое состояние, болезни, травмы, эмоции и отношения. Также вам предстоит спроектировать базы, распределять рабочие зоны, выстраивать производство, оборону и быт. Нужно добывать ресурсы, выращивать еду, шить одежду, создавать оружие и мебель, одновременно защищаясь от рейдеров, диких животных, стихийных бедствий и эпидемий. RimWorld предлагает развитую систему дипломатии и путешествий. Можно формировать караваны, торговать с другими фракциями, выполнять задания, нападать на вражеские поселения или полностью переселиться в другое место на планете. И интересный факт. Создатель игры, Тайнан Сильвестр, изначально задумал ее не как стратегию, а как машину для создания историй. И именно поэтому в RimWorld важнее не оптимальная игра, а запоминающиеся события. От героических спасений до абсурдных ситуаций, о которых игроки потом рассказывают годами. А Steam Workshop предлагает тысячи модификаций, расширяющих механику, добавляющих новые биомы, технологии, расы, системы магии или реализма. Благодаря этому проект может быть как хардкорным симулятором выживания, так и почти бесконечной песочницей. Такие игры по-своему цепляют, потому что дают возможность спокойно развиваться, строить и видеть результат своих стараний. Они не требуют спешки, но при этом легко увлекают и надолго удерживают ваш интерес. Спасибо, что досмотрели до конца, и надеюсь, в этой подборке вы нашли тот проект, в который захотите поиграть. Если тема вам близка и формат понравился, обязательно дайте знать. Это поможет мне понять, стоит ли продолжать и создавать контент по данной теме. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.